I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о планарных наушниках от компании LED Shure стоимостью $330. И приходят они в увесистой, приятно оформленной коробке среднего размера. Здесь есть логотип компании LED Shure и название этой модели S15. Ну и, конечно, куда же без логотипа Hi-Res Audio. Но сзади, как обычно, указаны технические характеристики. И за звук здесь отвечает планарный драйвер 14,8 мм и 6-мм пассивный радиатор AirSonic. А чувствительность наушников составляет 106 дБ, и они получили 30 Ом импеданс. И сразу скажу, что на раскачку они не сильно тяжелые. Например, ЦАП из предыдущего обзора в легкую раскачивал их. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Ну и первое, что нас встречает, это вот такой конверт, внутри которого находится гарантийная карточка, сертификат продукта и вот такой вот очень большой постер, который можно будет повесить как вариант, например, на стену и смотреть на него и еще сильнее погружаться в мир Hi-Fi при прослушивании этих наушников. Вот так он выглядит. Но если отбросить юмор, то здесь сзади просто находится большая инструкция на 3 языках по использованию и эксплуатации этих наушников. Ну а здесь уже аккуратно зафиксированы сами наушники, которые, на мой взгляд, выглядят отлично. Корпус тут у них изготовлен из очень приятного матового пластика. А лицевая панель получила вот такую вставку с интересным узором. Но тут рядом с разъемом 2 пин, который идет ровно вровень с корпусом, находится первое акустическое отверстие. А еще 2 расположились на внутренней части наушника, рядом с надписью LED Shure S15, где указан левый и правый канал. Ну а сопло тут довольно широкое, немного вытянутое и имеет выступ, за счет чего амбушюры не слетают и цепляются тут очень надежно и крепко. Но с посадкой и эргономикой тут, понятное дело, друзья, все в полном порядке. В ушах сидят наушники отлично, очень плотно и обеспечивают прекрасную, на мой взгляд, звукоизоляцию. Ну и вот таким плавным движением мы переходим уже к аксессуарам. Первым делом здесь нас встречает вот такой плотный круглый бокс из приятного soft-touch пластика с надписью LED Shure вот здесь. Внутри него находится вот такой новый и обновленный медный кабель, похожий на тот, что шел к LED Shure S12, но вот этот мне понравился намного больше. Он гибкий, увесистый и имеет отличные сформированные заушины. И получил коннекторы 2 пин для подключения уже к самим наушникам. То есть тут все стандартно, но особенно стоит выделить возможность смены штекера на любой из 3. Тут есть как и стандартный 3.5, так и балансный 2.5 и балансный 4.4. Причем, заметьте, они все угловые. Вот так они выглядят. И ставятся они вообще без проблем. Вот таким образом все вот так будет смотреться. Ну и финальный штрих – это вот такой набор отличных амбушюр, которые находятся в удобном органайзере. Вокальные и балансные. Поговорить о звучании этих новых и, на мой взгляд, лучших планаров этого года я бы мог часами. Но для вас я постарался изложить все более кратко, максимально понятно и точно. Потому что эта супер нейтральная и теплая подача влюбляет в себя буквально с первого прослушивания. Это тот случай, когда я реально залип за прослушивание музыки. И просто день изо дня не мог не пройти мимо и не послушать их. Вот так выглядит их графика ЧХ, и настроены они отлично. Все буквально как я люблю. Чуть более хороший буст низких частот и аккуратный, пусть и немного смещенный пик на верхней середине на 2 кГц, что как решение мне понравилось. Ну и понятное дело, все это дополняется очень продолжительными и подробными высокими частотами с небольшой ямкой для компенсации на 12 кГц.
И сразу скажу, что сабасовая область в этих наушниках очень плотная и массивная, она хорошо акцентирована, и сабас тут имеет отличную глубину и вес, и ничем не уступает по своей проработке топовым гибридам в этой стоимости. Да и воспроизведение текстуры находится на отличном уровне по прозрачности. То есть бас не звучит гулко и монотонно, а мидбасовая область здесь вообще подается отлично. Она еще более основательно подчеркнута, чем сабас, и несмотря на небольшой заход на область средних, она отлично контролируется и не дает никакой мутный вокальный эффект, как это бывает в других наушниках. Я думаю, что это как раз из-за планарного излучателя. Исходя из моего опыта, будь тут динамический излучатель, это было бы более слышимо. Ну а та самая резвая скорость, супер подчеркнутой атакой и характерным импульсом, понятное дело, здесь на месте. Да и супер плавные и аккуратные затухания от LED Shure S12 тут никуда не подевались, а лишь только улучшились. Ну а средние частоты тут подаются именно так, как я люблю. Нейтрально, с хорошей добавочной массой у гитары и инструментов и с какой-то нереальной, без синтетики, натуральной проработки тембров. Что у инструментов, что у вокала. И поэтому мне сразу понравилась тут серединка за счет своего безумно приятного ощущения тепла и практически превосходной прозрачности, которая здесь не в избытке, как в других планарах, а именно ее ровно столько, сколько нужно, чтобы эта область не звучала излишне мониторно и аналитично, а наоборот же тут сохраняется и драйв, и музыкальность, которую многие как раз и ищут. Ну а что мужской, что женский вокал в этих наушниках звучит очень чистенько и гладко, и, понятное дело, без сибилянтов. А по расположению он не сильно выдвинут вперед, и, как по мне, он находится на абсолютно правильном расстоянии для того, чтобы звучать более приятно и не утомлять вас своей излишней, выдвинутой вперед назойливостью. А что касается малых барабанов и в целом ударной партии, то они отлично и правильно подчеркнуты в миксе. Прям ровно как я люблю. Они не стараются взять на себя много внимания и просто подаются тепло и нейтрально приятно на слух с отличными подчеркнутыми транзиентами и переходными процессами. А вот на высоких частотах, на мой взгляд, тут абсолютно правильно реализованный подход к настройке. Тут есть и техничность, за что мы полюбили те самые LED Shure S12, и более возросшая отличная детальность, но особенно меня радует еще более взрослая и правильная с точки зрения аудиофилии доделанное окончательно звучание. Здесь теперь нету излишней яркости и резкости у тарелок и какого-то металлического окраса, и все перкуссии и тарелки звучат теперь более точно и правильно, и, конечно, приятно на слух. Эта область теперь совсем не утомляет и просто дает нам насладиться воспроизведением музыки без каких-либо резонансов и супер жесткой аналитики, как это было в S12. Поэтому я уже более спокойно могу послушать тяжелые жанры с кучей перегруженных дисторшеном инструментов, и эти наушники в легкую выдают эту область практически максимально безопасно на слух, не давая вам обращать внимание на какие-то проблемы записи в прослушиваемой вами композиции. Ну и также стоит отметить вообще отличный уклон в микро и макро детали, поэтому все перкуссии, различные послезвучия будут у вас вот как на ладони. Они никуда не испаряются, а очень продолжительные хвосты от реверберации не обрываются резко и стараются звучать максимально протяженно и точно. Ну а звуковая сцена и визуализация в этих наушниках получилась вообще отличной по ширине, и на мой взгляд это именно то правильное и привычное и знакомое построение сцены без излишней растянутости образов и их размытия. И при этом здесь имеется хорошая стереопанорама и ее проработка, и все в итоге звучит очень точно, выверенно и понятно по своему расположению. А вывод по данной модели наушников у меня получился таков. LED Shure S15 без какого-либо сомнения для меня получились самыми приятно настроенными планарными наушниками этого года, с очень теплой, аккуратной и в меру техничной подачей. Здесь есть и очень плотные и атакующие низкие частоты, дополненные приятными на слух средними, и все это дополняется аккуратными, без какой-либо резкости и псевдодетализации, что особенно важно, высокими частотами. И отлично подходят эти наушники под все жанры.
Ссылка на покупку находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.